Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами говорим о здоровье, о молодости, о красоте и о всех прелестях жизни. Сегодня мы с вами поговорим о витаминах и минералах, которые нам необходимы, жизненно необходимы весной. Меня зовут Виктория Андерсон, я диетолог, нутрициолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Дорогие мои друзья, последние буквально 3 недели мне все больше поступает звонков, вопросов, писем, где вы просите рассказать о витаминах и минералах, которые нужно принимать сейчас. И почему? Да потому что весной, как все пишут, все очень какие-то апатичные, грустные, кто-то впадает в депрессию, кто-то просто сонливый постоянно. В общем, настроение не ахти. И поэтому я для вас сегодня с удовольствием записываю это видео. Значит, что нам необходимо? Ну, во-первых, пожизненно. Нам в любое время года нужно принимать омегу-3 и масло печени трески. Это просто must. Главное, чтобы на упаковке было написано 1 капсулу, к примеру, в день, да, то есть тогда будет именно дозировка необходимая для вас на целый день, и это будет предостаточно. Затем мы переходим к витамину D3. Это тоже просто всю жизнь, до конца ваших дней вам нужно принимать D3, а если вы еще живете в Скандинавии, как я, то это просто жизненно необходимо. Этот витамин, он влияет на нашу нервную систему, он успокаивает, он поднимает нам настроение, он выводит нас из депрессий. И, значит, дозировка нужна будет для нас 2-4 тысячи. Не бойтесь этого. У меня есть полное, конкретное видео, посвященное только D3. Смотрите его по ссылочке. Затем витамин С, конечно же. Советую вам никогда не покупать витамин С в капсулах или в таблетках, таблетированном варианте. Да? Почему? Потому что если вы посмотрите на описание и на ингредиенты, вы не увидите там витамина С как такового. То есть там нет живого витамина С, там есть аскорбиновая кислота, которая вам особого добра и не принесет. Поэтому я всегда рекомендую получать витамин С из натуральных продуктов, из овощей и из фруктов. Если вы съедите, к примеру, 1 болгарский перец, так он у нас раньше назывался, вот этот сладкий, да, или же горсть черники, горсть смородины замороженной. Может быть, все это и замороженным, также и свежим можно принимать. Если вы съедите какие-то цитрусовые те же, но если вы получите 2 киви в день, то вы восполните суточную норму витамина С. И зачем вам покупать и тратить деньги на вот эти вот красивые витаминчики, которые вообще ни за что вам, ни про что не помогут. Что еще успокаивает нашу нервную систему и дает нам энергию? Это же, конечно, витамин В1, В9, это фолиевая кислота, и В12. Вы эти витамины можете принимать как отдельно, так вы можете и купить комплексом пищевые дрожжи. Не путайте эти дрожжи с нашими кулинарными дрожжами. Пищевые дрожжи, они также называются по-английски nutrition yeasts. Они содержат разные витамины В. И очень-очень полезны, то есть вы их легко употребляете. Вы можете взять 1 чайную ложку, они, знаете, как такими хлопьями продаются в банках, чайную ложечку и с основным приемом пищи, к примеру, в салат у вас и будет и пикантный вкус, и очень-очень полезно вам будет, но ни в коем случае нельзя их добавлять в какую-то пищу, которая будет подвергаться термической обработке. Это у нас по витаминам. Теперь мы переходим к минералам и микроэлементам. Нам необходим калий-цитрат. Вы обязательно его должны принимать по утрам. И также вы можете в дополнение или вместо него
получить этот самый калий из смузи, который вы сами сделаете. Это будет зеленолиственный смузи, куда вы добавите горсть черники и также сок лимона, к примеру. Это будет тоже очень-очень хорошо. В добавку, если мы посмотрим, какие у нас есть пищевые добавки, да, это будет называться потассиум цитрат. Тоже можете включить его, пока вот вы должны восстановиться после зимы. Весной нам также очень и очень необходимо поддержать, простимулировать нашу щитовидную железу. При потере энергии нам необходимо простимулировать нашу щитовидную железу. Почему? Потому что объем Т3 падает, мы теряем энергию, становимся вялыми, спим по 12 часов, а нам это ничего не дает. Можно добавить пищевую добавку, которая называется kelp. Это морские водоросли. И я ее советую добавлять. Почему? Потому что в ней очень много йода. Если вы не можете купить такую добавку, вы можете пойти в аптеку и купить обыкновенный йод. К сожалению, не у каждого из нас есть возможность кушать каждый божий день дары моря, в которых огромное содержание йода. И поэтому нам нужно как-то самому себе помочь с помощью этих пищевых добавок. В рацион обязательно добавьте железосодержащие продукты. Это такие, как яйца, вся зеленушка, все возможные салаты, брокколи. Нам эти продукты сейчас необходимы. Почему? Потому что без железосодержащих продуктов недостаточное количество кислорода будет доставляться нашей кровью в клетки. И, естественно, мы будем, знаете, вот такими сонливыми, уставшими, будем расконцентрированными, мозг будет работать не так активно, как хотелось бы, поэтому тоже помогаем нашему организму и этими продуктами. Ну и перед сном обязательно нужно сейчас подключить магний. И дозировка должна быть такая 600-800, выпиваете перед сном, будете хорошо спать, не будет у вас никаких судорог ночью, глубокий сон, и также вы будете такие успокаиваться, знаете, хорошо спать, восполняться энергией, и при всем при этом вы также будете чудесно ходить в туалет, что тоже немаловажно. Целое видео смотрите, посвященное магнию, конкретно, со всеми деталями. Обязательно обратите внимание на это видео. Ну и также перед сном я вам всем горячо советую взять 1 или 2 капсулы цинка. Это тоже минерал, микроэлемент. Он не задерживается в нашем организме, к сожалению, он очень быстро выводится, его постоянно нужно восполнять. Это тоже великолепно повлияет на ваш сон, у вас не будет этого рваного сна, у вас будет лучше память, восстанавливаться какие-то, понимаете, процессы в вашей голове, вы не будете такие заторможенными и сонливыми, потому как если будет нехватка цинка в вашем организме, вы будете плохо спать, будете просыпаться уже, как сказала, без энергии, уставшим, не хочется вам ничего и никого видеть. Поэтому посмотрите также мое очень хорошее видео про цинк. Дорогие мои друзья, я постаралась изложить все кратко, как могла. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной. И, конечно же, задавайте свои вопросы, что бы вы хотели еще услышать из моих уст. Я непременно с удовольствием для вас подготовлюсь и запишу новые наши видео. Будьте все здоровы, мои дорогие, счастливы, молодые, красивые. И до новых встреч, до новых видео. С вами была любящая вас Виктория. Пока!